Кету в Накшатре Пунарвасу и прошлая жизнь. Седьмая Накшатра Пунарвасу расположена в знаках Близнецы и Рак. Планетарный владыка Юпитер, главенствующее божество. Адити, символы Накшатры, лук, колчан со стрелами. Пунарвасу состоит из 5 звезд, включая 2 главные звезды созвездия Близнецов – Кастор, Альфа и Палукс, Бета. В греческой мифологии Кастор и Палукс родились от Леды, которая была способна объединяться с материей, представленная ее смертным мужем Тиндарием, а также с духом, символизируемым Зевсом, Юпитером. Братья-близнецы после своей смерти были вознесены на небо и увековечены Зевсом, отцом богов и людей. Зодиакальный знак Близнецы наделяет аналитическим умом, но ответы человек ищет исключительно вокруг себя во внешнем мире, а в Раке он уже входит в контакт со своей душой и соединяется со своим внутренним «я». Планетарный владыка Юпитер, небесный гуру, он наставляет нас на праведный путь. Пунарвасу занимается тем, что передает знания с уровня духовного на уровень земной, а Юпитер, как истинный учитель, руководит этим процессом. Пунарвасу имеет дело с блуждающим умом, который ищет свое истинное «я». Здесь происходят духовные практики, которые воспитывают понимание себя и ведут к просветлению. Юпитер направляет нас к новому жизненному пониманию, перенося нас из духовного мира в более материальный. Создание временного дома в материальном мире является довольно непростым процессом. Пунарвасу дает человеку способность быть наставником для других, на которого можно опереться и которому можно довериться. Этот доступ к наставничеству и доверию очень важен для Пунарвасу. Главенствующее божество Адити является олицетворением женского начала и отождествляется с небесами и землей, представляя таким образом бесконечность. Адити – это свободная духом богиня, богиня прошлого и будущего, богиня жизненного цикла, 7 измерений космоса, небесного света, пронизывающая все сущее, а также сознание всех живых существ. Она дает тройное убежище. В небесах она звездная мать 12 адитьев, или богов солнца. В срединном мире она священная корова, изображенная в виде дождевого облака, вымя которого питает мир ливнями. А в земном мире она мать-земля, которая дает пищу, одежду, убежище и защиту всем своим созданиям. Символ лук устанавливает связь между стрелком и его целью, так как направление, выпущенной из лука стрелы, определяется волей стрелка. Символ колчан со стрелами олицетворяет способность человека запускать успешные проекты. Тайным символом Накшатры является бумеранг, означающий то, что вы запускаете в конечном итоге, возвращается к вам обратно. Это добро или зло, в зависимости от поступков. Секрет Пунарвасу заключается в том, чем больше вы отдаете, тем больше к вам возвращается. Матрешка также связана с данной Накшатрой, изображает концепцию Матери Земли и олицетворяет заботу и защиту. И это связано с тем, что тема в жизни представителей Пунарвасу постоянно повторяется. Когда вы открываете одну матрешку, вы получаете другую, а затем еще одну. Вместе с тем, человек может испытать околосмертные переживания, когда они умирают и возрождаются. Животное этой Накшатры – кошка. Кошки – это символ женственности, мудрости, интуиции, реинкарнации, бесконечности и духовной чистоты, обладающие магическими способностями. В великой культуре Древнего Египта кошка была не только символом королевского статуса, но и мистики. Считалось, что кошки обладают особыми способностями и помогают привлечь удачу и благополучие. Самой известной египетской кошачьей богиней была Бастет и почиталась как богиня материнства, плодородия и домашнего хозяйства. Она охраняла домашний очаг от злых духов и болезней. Пунарвасу означает возвращение света или снова блестящий, как лучи света. Пунарвасу связано с процессом переселения души, при котором душа живет в разных телах в поисках своего истинного дома. Во время этого путешествия Пунарвасу постепенно трансформирует идеи о высших уровнях бытия и переносит их в реалии земной жизни. Еще один из переводов Накшатры – это другой дом. Душа находит для себя другой дом, чтобы воплотиться через рождение на земле. Такие люди получают удовольствие от путешествий,
которые могут быть или из страны в страну, или с одного уровня сознания на другое. Они ищут истину и свое «я». Прошлая жизнь. Человек заново переродился на земле, чтобы вернуть то, что он потерял в другой жизни, и обрести свой свет обратно. Вселенная его вела куда-то, куда-то возвращала, и это было на самом деле возвращение домой. У него был сильный, давний враг, с которым ему необходимо было встретиться, и два близких друга, которые последовали за ним в те времена, когда творилось на земле много несправедливости. Он был высокого роста, имел овальное лицо, хорошо сформированную костную структуру, родинку на плече и проблемы со слухом. Был наделен чувством собственного достоинства, самообладанием и спокойно адаптировался в любой обстановке. У него была хорошая речь, был дружелюбным, но находил недостатки в других, так как был склонен все анализировать. Был открытым, добрым, благородным, ожидал того же от других, и если не получал взамен такое же отношение к себе, то становился агрессивным. Обладал отличной памятью, глубокими безграничными внутренними ресурсами. Он избегал серьезных неприятностей, невидимая защита оберегала его по жизни. У него была способность накапливать богатство и в то же время наполнять свою жизнь духовностью и новыми знаниями. Он был зациклен на себе и упрям, сосредоточен на своих целях. В какой-то момент отправился путешествовать. Ему не важны были условия, не был придирчив в еде. Главное, с ним в дороге были две его любимых вещи, которые напоминали об уюте его собственного дома, к которому был привязан. У него всегда была возможность вернуться обратно в любимый дом. Его брачный союз оказался судьбоносным. После встречи с любимой и созданием семьи в какой-то момент произошел обратный поворот судьбы. Изначальное богатство, статус, семья – все было утеряно. Он был вынужден покинуть свой дом и отправиться в изгнание. В жизни человека начались испытания, но он поставил целью вернуть вновь свет в свою жизнь. Снова и снова он повторял определенные действия, чтобы достичь результата. Терпел неудачу, у него не получилось с первой попытки, его сопровождали два близких друга, и их преданность и усилия помогли одержать победу над тем давним врагом и вернуть все обратно. Он восстановил все блага, изначально принадлежавшие ему, и добился успеха со второй попытки. Со временем он научился отпускать то, что исчерпало себя. У него открылся потенциал самоочищения и возвращения вновь к свету, и его душа покинула тело, тот самый любимый дом, в который она не раз любила возвращаться в этой жизни, и отправилась в путь искать новый дом в другом мире. Пространственный космический портал открылся, и наступило затишье после бури. Облака рассеялись, и стало светло и хорошо, так как снова появился свет, который представлял собой падающие солнечные лучи. Пунарвасу – это солнечный луч, который падает на Землю. Накшатра Пунарвасу, управляемая Юпитером, может показывать потерю зрения и богатства, где Солнце действует враждебно, а восстановление и возвращение зависит от Венеры. Лекарственные средства, пожертвование денег на жилье для бедных или бездомных становится одним из самых больших благословений, а также обеспечение их электричеством, возвращение им света. Величие человека может проистекать из того, когда он жертвует последние деньги, даже не думая о том, что с ним случится завтра, с преданностью и верой, где проявляется милосердие, которое начинает процесс приумножения, восполнения и омоложения. Не забывать про принцип бумеранга. Профессии. Торговцы и строители. Профессии, связанные с путешествием, транспортом, коммуникациями, недвижимостью. Психологи и философы. Спортсмены и писатели. 4 пады Пунарвасу. Овен. В прошлой жизни человек был эгоистичным. В этой жизни необходимо поддерживать баланс, гармонию и не быть импульсивным, чтобы не остаться в одиночестве. У человека есть естественные лидерские качества и стремление добиться поставленных целей. Телец. Человеку в этой жизни важно быть осторожнее в общении, не критиковать и не использовать обидные слова в отношении других. Важно научиться делиться со своим богатством с людьми, которые в этом нуждаются, не быть слишком
материалистичным и привязанным к своим сбережениям. Близнецы. Человек должен стать мудрее, повзрослеть и не вести себя по-детски, так как это может иметь неприятные последствия. Нужно быть осторожным, где и что ему говорить. Рак. Человек должен контролировать себя, не быть слишком эмоциональным, а сосредоточиться на своих целях, заботиться о матери, о родине, самоотверженно и никогда не говорить о них плохо.